Привет, это CarX Tutorials. В этом туториале рассмотрим основные техники сбрасывания скорости в CarX Drift Racing 2. Рассмотрим, какие они бывают и в каких случаях их следует использовать. И перед тем, как начнем, хочу напомнить, что я предоставляю услуги по написанию интересных обзоров, захватывающих сценариев, цепляющих объявлений и даже по выполнению переводов и локализации игр. Также в перечень моих любимых занятий входит озвучивание, техническая работа со звуком, сведение, мастеринг и видеомонтаж. Кроме того, я с радостью поделюсь с тобой своими самыми лучшими наработками и секретами по развитию YouTube канала. Получи скидку 20% на все услуги по промокоду TENEO. Контактная информация в описании под видео. Обращайся. В игре ты, наверное, часто попадал в ситуации, когда врезаешься в стену, таранишь противника, вылетаешь за пределы трассы. Только потому, что не справился с управлением или вовремя не сбросил скорость. Это очень неприятно и обидно. Но я спешу тебя обрадовать, что после этого туториала ты очень прокачаешь свой скилл и научишься избегать большинства неприятных ситуаций. Основные техники сбрасывания скорости. Кратковременное отпускание газа без понижения передачи. Кратковременное отпускание газа с понижением передачи. Применение ручного тормоза. Применение основного тормоза. Большой угол и бэквард. Демонстрация будет в парных заездах, но все, что я буду показывать, аналогично применимо и в одиночной игре. Просто на примере парных заездов будет более наглядно и понятно. Итак, подробнее рассмотрим техники сбрасывания скорости и ситуации, в которых они применяются. Кратковременное отпускание газа без понижения передачи. Первый пример. Применяется на затяжном участке, который переходит в длинный участок поворот с небольшим градусом изгиба. В данном случае нам нужно вовремя выполнить перекладку, стать в угол и аккуратно продолжить движение по стенкам. Именно во время движения по стенкам мы очень осторожно корректируем скорость и направление микроотпусканиями газа. Второй пример. Применяется на участке с большим изгибом трека, где тебе нужно пройти его на умеренной скорости в одном темпе и подготовиться для ускорения на выходе. В этом случае ты также микроотпусканиями газа контролируешь скорость и придерживаешь машину. Кратковременное отпускание газа с понижением передачи. Чаще всего применяется при выходе из длинной дуги в поворот с меньшим радиусом и продолжение движения на меньшей скорости. Алгоритм такой: во время подготовки для совершения перекладки начинаешь поворачивать руль в сторону следующего поворота. Как только почувствовал сопротивление, делаешь микроотпускание газа, то есть на очень короткое время, чтобы машина стрелила в перекладку. Во время перекладки понижаешь передачу и снова такими микроотпусканиями стабилизируешь скорость. Применение ручного тормоза. Первый пример. Применяется, когда нужно довольно сильно погасить скорость, но при этом дотянуть до апекса поворота. Сомнительное решение, поскольку не лучший признак мастерства, но применимое, так как можно спасти ситуацию, если не сумел правильно рассчитать скорость. Есть конфиги, где без такого применения сложно обойтись и вовсе. Второй пример. Применяется в роли преследователя в случае, если соперник резко сбрасывает скорость. В этом случае нам тоже нужно довольно резко и сильно сбросить скорость. Таким образом мы можем эффективно удерживать безопасную дистанцию к сопернику. Применение основного тормоза. Применяется для плавного замедления без потери траектории и угла. В роли преследователя, когда дистанция между тобой и лидером сокращается постепенно, эта техника позволяет плавно синхронизироваться с ним. Также с помощью тормоза ты можешь довернуть машину, сделать больше угол. Для этого в первую очередь нужно выставить значение усилия тормоза. Оно может быть индивидуальное, но я на всех своих машинах обычно ставлю максимальное усилие и распределение усилия 80% наперед. Большой угол и бэквард. Один из способов быстро и сильно снизить скорость – это поставить машину в большой угол. Положение машины в угле более 90 градусов называется бэквард. В таком положении, как правило, задница машины на некоторое время опережает морду. Бэквард – это не только зрелищный финт, но и отличная техника для резкого снижения скорости с высоких значений до минимальных. С помощью бэкварда можно погасить скорость очень сильно и очень быстро.
Применяется опытными пилотами для красивого и сверхэффективного прохождения поворота. Ну что, интересный выпуск? Ставь лайк и подписывайся на канал. До скорого!